После того, как вы научились объект выделять, самое время его научиться поворачивать, трансформировать и перемещать. Вспомним, горячая клавиша Q вызывает команду Select Object. Повторное нажатие на клавишу Q будет менять нашу рамку для выделения. Самая удобная рамка для выделения прямоугольная. Ее мы и оставляем. Следующая команда, которую мы посмотрим, это команда Move. Выбираем команду Move, выбираем объект или заранее выбираем объект, а потом команду Move и смотрим на нее. Удобнее всего смотреть на команду Move первоначально в перспективе. Поэтому мы возьмем наше окно Top, развернем его через Alt-W на весь экран, а дальше нажмем клавишу P, у вас откроется перспектива, и мы сможем с ней работать. Напоминаю, что Alt и зажатое колесико мыши позволяет нам вращаться вокруг объекта, то есть наблюдать за ним. Если вы посмотрите на перекрестие команды Move, то оно выглядит следующим образом. У него есть 3 оси и 3 квадрата между осями. В корне перекрестия есть еще маленький белый квадрат. Работать вся эта система будет следующим образом. Если я хочу передвинуть мой объект только вверх, только вправо или только, например, вперед, то мне нужно навести курсор только на одну ось. Именно эта ось подсветится желтым. Желтая ось – активная ось. Нажимаю левую кнопку мыши на активную ось и не отпуская тяну. Если я тяну с зажатой только одной осью, то передвинуть ни по какой другой оси, ни в какую другую сторону я этот объект уже не могу. Если я выбираю какую-то другую ось, соответственно, уже мой чайник не двигается вверх. Если же мне нужно переместиться не по одной, а по 2 осям, то удобно навести курсор на квадрат между осями. Навела курсор на квадрат между осями, тогда обе оси у меня подсвечиваются желтым, обе станут активны. Нажала левую кнопку мыши и не отпуская, двигаю мышь, чайник, соответственно, тоже двигается. По одной координационной плоскости, по другой или, соответственно, по третьей. Если же мне нужно переместить чайник сразу по всем 3 осям, я навожу курсор на корень перекрестия, там, где у меня находится маленький квадрат, тогда объект будет двигаться по всем осям одновременно, и я могу перемещать его куда захочу вообще. Здесь у вас сразу под объектом есть еще сетка. К сетке мы позже вернемся. Пока только запомните, что есть горячая клавиша G, которая включает и отключает сетку. К сетке мы впоследствии будем привязываться, а чаще всего будем работать без сетки. Поэтому включить и отключить сетку через клавишу G – это очень полезно и удобно. Но возвращаемся к нашей команде Move. Если вдруг ваше перекрестие очень маленькое, вы можете его увеличить или уменьшить с помощью клавиш минус или плюс. Минус – это тот, который с нижним подчеркиванием, плюс – тот, который с равно. На цифровой клавиатуре плюс и минус такого эффекта не дадут. Соответственно, минус уменьшает, плюс увеличивает ваше перекрестие. Вы можете сделать его любого размера, который будет вам удобен. Если с командой Move понятно, тогда переходим к команде Rotate. Горячая клавиша для вызова команды Rotate называется I. Она находится сразу рядом с W, равно как кнопка Rotate находится сразу рядом с кнопкой Move. Когда вы выберете команду Rotate, то увидите, что вид вашего курсора превратился в сферу с 3 осями. Соответственно, я могу навести курсор на любую из осей, нажать левую кнопку мыши и передвигать мой чайник, поворачивать его в нужную мне сторону. Если я наведу на ось и зажав левую кнопку мыши буду поворачивать чайничек, сверху над ним появится прямоугольная скобка, где будет показываться, на сколько градусов мой чайник поворачивается. Градусы здесь показываются в сотых долях, и это знатно неудобно, потому что я не могу четко примериться, например, к 90 градусам или к 45, или еще к какому-то значению, которое мне нужно. Соответственно, для того, чтобы такого не было, мне нужно, чтобы шаг превращения был одинаковый и очень четкий. Для того, чтобы включить такую опцию, мне понадобится угловая привязка Angle Snap Tool, иконка которой выглядит как значок угла с магнитом. Я кликаю на значок угла с магнитом, объект становится голубеньким, и теперь при нажатии на ось я буду поворачивать чайник ровно на какое-то количество градусов. По умолчанию это 5 градусов. То есть
вращения у вас будет происходить по 5 градусов. Если вам нужно не 5, а, например, 30 или 80 или 91, то вы делаете следующее. Кликаете по иконке Angle Snap Tool правой кнопкой мыши. У вас открывается окно Grid and Snap Settings. Вкладка Options. Находим строку Angle. И в строке Angle вбиваем любое нужное вам количество градусов. Хоть 32,4. Вбили, например, 15. Закрыли окошко. И теперь ваш чайник поворачивается за одно движение на 15 градусов по любой оси. Если мне нужно поворачивать не по оси, а рандомно, я навожу курсор на пространство между осями. Тогда чайник вращается абсолютно рандомно. Если же я, навертев чайник, хочу вернуть его в первоначальное состояние, мне нужно найти кнопку, отвечающую за команду Rotate, кликнуть по этой кнопке правой кнопкой мыши, и у вас откроется табличка Rotate Transform Type In. Оно будет состоять из двух частей. Абсолютная система координат и offset система координат. Абсолют – это то, как ваша фигурка, как ваш чайник повернут относительно абсолютного ноля. Абсолютный ноль находится, если вы посмотрите на сетке, в точке пересечения черных линий. Это наш центр Вселенной, такой пул, относительно которого происходят все абсолютные трансформации. Соответственно, если мне нужно обнулить значение по абсолютным трансформациям, то здесь я могу либо вбивать 0 вручную, либо, что намного удобнее, довести счетчик до минимального значения, кликнув по ползункам, вот здесь разнонаправленные треугольники, правой кнопкой мыши. Клик правой кнопкой мыши по счетчику, по вот этим ползункам, доводит параметр до минимального значения. Это не всегда 0, поэтому просто до минимального значения. В нашем случае мы обнуляем, и объект возвращается в свое первоначальное положение. Теперь посмотрим, в чем же разница между Offset World и Absolute World. Если мне нужно повернуть мой объект относительно, например, вертикальной оси под 90 градусов, то я нахожу мою вертикальную ось, это ось Z, и вбиваю в Offset World 90 градусов. Объект поворачивается. Offset World – это локальное или текущее положение объекта, и оно сразу обнуляется, потому что вот это вот положение объекта, в котором переместился, становится текущим, и оно становится нулевым. А наши 90 градусов уходят в абсолютные координаты, потому что относительно абсолютного нуля, относительно пупа нашей системы, объект оказывается повернут. Если я хочу повернуть объект на 90 градусов относительно его текущего положения, я снова вобью 90 в Offset World, и эти 90 снова добавятся в абсолюты. Значение по offset обнулится. Чайник повернется еще на 90 градусов. Теперь в абсолютах будет 180. Если же я в абсолютных системных координатах буду делать то же самое, вобью 90, чайник повернулся на 90 градусов, потом вобью еще 90, чайник останется в том же положении, потому что это ровно 90 градусов относительно начала координат. И если мне нужно еще 90 градусов, я должна их прибавить сама и вбить сюда уже 180. Удобнее пользоваться Offset World, если мне нужно относительно текущего состояния развернуться, и Absolute World, если вы точно знаете, на какой градус вам надо повернуться. Например, 153 градуса и 4 десятых. И мой чайник повернется относительно мировой системы координат именно под такой угол. Я в моем случае обнуляю это значение, и чайник остается повернут в первоначальном варианте. Rotate Transform Type In закрываю. Если мне нужно отмасштабировать объект, я, соответственно, выбираю команду Scale. Если вы посмотрите на иконку, то вы увидите маленький белый треугольник внизу команды Scale. Если на этот треугольник нажать и подержать его зажатым, у вас откроется подменю, которое позволяет, кроме самоштабного или равностороннего скейла, выбрать еще не самоштабный скейл или скейл, который вообще будет у вас в разные стороны масштабировать очень-очень по-разному. Мы, соответственно, работать будем в 90% случаев именно с самоштабным или равносторонним скейлом. Его и выбираем. Это не значит, что мы сможем масштабировать объект только одинаково по всем сторонам. Нет, если вы посмотрите на перекрестие вашей команды Scale или вашего масштаба, то вы увидите 3 оси, на каждую из которых вы можете навести курсор отдельно, она подсветится желтым.
Вы можете нажать левую кнопку мыши и, не отпуская левую кнопку мыши, соответственно, сделать ваш объект вытянутым по любой из координационных осей. Вы можете навести курсор на пространство между двумя осями. В нашем случае это трапеция. Когда ваш чайник будет уменьшаться или увеличиваться относительно любых двух координационных осей, соответственно, относительно координационной плоскости любой. Или вы можете навести курсор на треугольник между всеми тремя осями и, нажав левую кнопку мыши, увеличивать или уменьшать объект относительно всех трех координационных осей. Если я нажму Alt-W и вернусь в четырехоконный режим, то то же самое вы увидите и в плоском окне проекции. У меня есть отдельная ось, одна или вторая. У меня есть трапеция, которая позволяет по двум вот этим осям, принадлежащим окну, увеличивать или уменьшать объект. И у меня есть треугольник, нажав на который я буду увеличивать или уменьшать объект сразу по всем координатам. Это очень удобно, потому что даже находясь в плоском окне проекции, вы можете увеличивать или уменьшать по всем трем координатам, даже по той координате, которую в этом окне не видно. Соответственно, запомните разницу между треугольником, который масштабирует по всем трем координатам, и трапецией, которая привязана к тем двум, которые принадлежат окну, или к тем двум, между которыми она лежит на перспективе. Если вы хотите после масштабирования вернуть вашему чайнику первоначальный вид, точно так же, как с Rotate, кликаем в Scale правой кнопкой мыши, и у вас выскакивает команда или табличка Scale Transform Type In. Опять же, у нас есть два отделения: абсолютные координаты и offset, или локальные текущие. В текущих мы можем, например, вбить вместо 100 200, и наш объект сразу станет в 2 раза больше. Чтобы вернуть его в первоначальное состояние, нам нужно вбить в x, y и z в абсолютных координатах 100%. И здесь уже обнуление по счетчику не подойдет, потому что в масштабе можно поставить 0, и если по всем трем координатам будет стоять 0, объект просто исчезнет. Соответственно, мы вручную должны вбить 100. Перемещаться между уровнями, между строками можно с помощью клавиши Tab. Tab переместит вас на следующую строку параметра. Enter, и объект становится первоначального размера, потому что мы везде вбили сотни. Scale Transform Type In можно закрыть. Если дальше у вас перспектива разведена, например, на весь экран через Alt-W, мы можем поработать еще с типами отображения объекта на экране. Отображаться объект на экране может тремя способами. На самом деле намного большим количеством способов, но 3 являются главными. Способ первый – режим Wireframe или каркасный режим. В каркасном режиме вы видите только структуру или строение объекта. Включается такой режим с помощью клавиши F3. F3 – это переключение между каркасным и затененным режимом. Жмем F3, и объект меняет свой вид с каркаса на затененный. Затененный режим – это режим, который отображает цвета, отображает собственные тени и помогает нам видеть объем. К затененному режиму мы можем дополнительно включить или выключить отображение сетки. Это клавиша F4, F3 – каркасный или затененный, F4 – включение или выключение сетки. Это довольно удобно, и если вы посмотрите на все 4 окошка вместе, то обычно в перспективе у нас затененный режим со включенным отображением каркаса. В остальных окнах у нас каркасный режим. Каркасный режим потребляет меньше памяти и работает быстрее. Затененный режим требует памяти больше и в больших сценах работает медленнее. Поэтому в больших сценах вам в любом случае придется переключаться даже на перспективе в каркасный режим. Еще что вы должны запомнить. Кроме того, что мы можем выбирать наши объекты с помощью кнопочки Select Object, мы можем воспользоваться такой штукой, как Scene Explorer. Scene Explorer находится либо по умолчанию с левой стороны, либо, если у вас его нет, то тогда вам понадобится меню Tools и верхняя строка Scene Explorer. Жмем на Scene Explorer, у вас открывается вот такое вот замечательное окошко, которое состоит из кнопок включения, где мы можем выбрать, какой тип объектов будет в этом списке отображаться. Нам важно, чтобы была выбрана иконка геометрия, такая же, как в свитке создания, в свитке Create. То есть здесь тоже должна быть выбрана кнопочка геометрия.
Тогда мы в свитке будем видеть наши геометрические тела. В нашем случае это куча чайников. Чайники будут отображаться в блоке Name. И у нас еще будет столбик Frozen, который будет позволять эти чайники, например, заморозить. Будет еще столбик с глазами, который, как в Photoshop, позволяет наши чайники включить или отключить для видимости. Подробнее с Scene Explorer мы разберемся в следующем видео. А пока все.